Приветствую на занятии по Нагарджуне, Арина Гарджуне, и это 10-е занятие. Мы поговорим о... Скажите чинпа, танг, тарпа, такпа. Что такое такпа? На санскрите. Парикша. Да, исследование. Чинпа и тарпа. Чинпа значит связанный, как быть закованным в цепи в тюрьме, а тарпа значит свобода. Сегодня мы поговорим о пустоте того, что мы закованы в сансару, и пустоте освобождения от этих оков. Давайте начнем с 1 стиха, который на самом деле лишь половина стиха. И он начинается с келте. Нагарджуна спрашивает другого парня, кто крутится в сансаре, кто ходит по кругу сансары, кто же это вращается в сансаре. И это интересный вопрос. И, кстати, если вы не понимаете, кто же это вращается в кругу сансары, то это будет причиной, чтобы вы вращались в кругу сансары. Так что это хороший вопрос. Келте значит «хорошо». Нагарджуна продолжает разговор с другим парнем. Так кто же это блуждает в сансаре? И оппонент отвечает «туче». Это противоречивый ответ, потому что «туче» означает «факторы», а фактически это, например, название второго звена в колесе жизни, свежая карма. И это не имеет никакого отношения к тому, что здесь. Здесь это значит хунпо, тело и ум. Да, мне нравится в наши дни называть это тело и умом, потому что так проще. Это именно то, что мы называем телом и умом. Так что если вы скажете, что то, что вращается в кругу сансары, это совокупность тела и ума вместе, хоршена. Если это то, что вращается в кругу сансары, думаете ли вы о теле и уме, как о чем-то неизменяющемся или изменяющемся? Когда вы отвечаете мне, когда я вас спрашиваю, кто это путешествует по сансаре, кто это переходит от рождения к рождению, и вы мне отвечаете «тело и ум», это тело и ум Майкла. И тогда я спрошу, это не изменяющаяся вещь или изменяющаяся вещь? Нагарджуна обычно разбирает каждый из ответов. Например, другой парень говорит, что это не изменяющаяся вещь. Если тело и ум Майкла не изменяющиеся, и, кстати, это незаметно переходит в постоянные, верно? Это то, как некоторые люди неправильно переводят это слово. Это переходит в постоянные. Если это постоянные тело и ум Майкла, которые продолжают путешествовать в сансаре, тогда они не могут вращаться. Почему? Потому что это такпа, потому что они не изменяющиеся. Когда вы вращаетесь, вы изменяетесь. Вращаясь по кругу, вы изменяетесь. Вращение по кругу означает, что вы меняетесь. Вы не сможете отправиться в другое место, если вы не изменитесь. По крайней мере, вам придется менять место, куда вы усадите свою пятую точку. Что-то должно измениться, если вы перемещаетесь. Следовательно, это не может быть Майкл, не изменяющееся тело и ум Майкла, которые переходят от рождения к рождению. Тогда другой парень возвращается с этим. Хорошо, я меняю свою историю. Это тело и ум, которые являются изменяющимися. Переходим к следующему стиху. Кстати, вторая половина стиха разделяется снова. Итак, первая часть второй половины стиха если вы говорите, что тело и ум Майкла изменяющиеся, тогда они тоже не могут вращаться по кругу в сансаре. Почему? Потому что они исчезают каждую миллисекунду. Согласны? Они длятся. Определение непостоянства, изменяющегося. Скажите. Это могла бы быть хорошая песня?
Это означает ту вещь, которая возникает и исчезает. Кечик. Мгновение за мгновением. Так, так как же это может иметь постоянное вращение по кругу, если оно перестает существовать каждую миллисекунду? Как может что-то, что исчезает каждую миллисекунду, двигаться по кругу? Это невозможно. Почему? Потому что каждая миллисекунда тела и ума Майкла отделена от миллисекунды тела и ума Майкла непосредственно перед этим, верно? И мы уже говорим, мы так долго говорили о сансарга, Кристина Сансарга. Итак, если ум Гешала, та-да-та-та-да-та-да, тогда между каждым мгновением существует разделение, и тогда нет причины, почему одно должно перейти к другому, потому что они никогда не касаются, так что это может измениться в тело и ум Тима, почему бы и нет? Потому что они также не связаны между собой. Так что если тело и ум Майкла переходят вот так, то почему тогда тело и ум Майкла не могут перейти вот так и стать Тимом в следующий момент? Почему? Нет никаких причин, почему это не должен быть Тим, потому что Тим тоже не связан с Гешела. Если Гешела не связан с Гешела, и Гешела может переходить от момента к моменту вот так, тогда тело и ум Гешела могут стать телом и умом Тима, и я могу перейти туда и присоединиться к сансаре Тима. Понятно? Если они разделены, может случиться все, что угодно, и это нельзя соединить. Это не может быть потоком. Почему? Потому что это было бы неизменяющимся, и тогда у вас не было бы разных жизней. Это просто вы застряли в одном и том же моменте, как в День Суслика, как он называется? День сурка, верно. Хорошо, следующий стих. Где он? О, у нас должна быть картинка, верно? Давайте покажем круг, или вторую. Я вижу, что это вторая. Часы. И Чони Лама говорит, смотрите, если тело и ум Гешела длятся всего 1 миллисекунду, как он может успеть пройти по кругу? Не существует круг, если есть только одна точка. Невозможно нарисовать круг, состоящий из одной точки. Из одной единственной точки. Хорошо, следующий стих. Сэмчен означает «живое существо». Вы можете сказать «чувствующее существо». Мне не нравится это слово, потому что это не по-английски. Мы не говорим так по-английски. Как поживает ваше чувствующее существо? Ваша мама. Короче говоря, это просто живое существо. Означает что? Как ламрим. Шаги, хорошо. А в Нагарджуне рим имеет особое значение. И это означает шаги в аргументе, который я только что вам привел. Вы знаете, эти шаги к последнему аргументу называются, в Нагарджуне называются рим. Когда вы видите рим в Нагарджуне, подумайте, шаги к моему последнему аргументу. Итак, что же здесь это означает? Если вы скажете, то что движется по кругу, по колесу жизни? Это не тело и ум Гешела, это скорее Гешела. Тогда Рим Цун — тот же аргумент. Вернемся к тому же самому аргументу, который что? Какой первый вопрос задает Нагарджуна? Не забывайте, что мы завершили тему тела и ум. Теперь тот парень говорит, ладно, тело и ум не могут вращаться. Значит, Гешела вращается. Это Гешела. Хорошо. Давайте используем те же самые аргументы. Мы зададим ему 2 вопроса. Если вы говорите, это Гешела, который вращается по кругу в сансаре, говорите ли вы о Гешела, который не изменяющийся? Он начинает с неизменяющегося, я не знаю почему. Вы говорите о Гешела, который не изменяющийся. О, да, Гешела не изменяющийся. Тогда как он может двигаться в колесе? Ведь он все время находится в одной и той же точке, потому что он один и тот же парень. Он не становится ни животным, ни девой, ни существом ада. Он всегда только Гешела. Поэтому он не может измениться. Так какой его второй рим, па? Или вы хотите сказать, что Гешела изменяющийся? В этом случае он является случайными моментами Гешела.
И тогда в этом случае, который мы уже доказали с помощью наших убедительных аргументов, аргументации контакта, что нет никакой необходимой связи между Гешела в первом моменте и Гешела во втором моменте. Гешела в первом моменте мог бы стать Тимом во втором моменте, и тогда кто же вращается? Поэтому никто не находится в сансаре. Никто не путешествует по колесу жизни. Почему? Это не тело и ум Гешела, и это не Гешела. Почему? Потому что это не тело и ум Гешела, который изменяешься или не изменяешься. И это не Гешела, который изменяешься или не изменяешься. Больше ничего нет. Никто не вращается в сансаре. Хорошо, у нас есть картинка. Между прочим, Чонни Лама любит подходить к идее. Он говорит, не забывайте, когда мы говорим Гешела, противоположность телу и уму Гешела, мы как бы говорим о душе. Есть ли какой-то супер Гешела, который продолжается от рождения к рождению? Он не будет похож на Гешела, он не зависит от тела и ума. Это некая внутренняя душа или сущность Гешела, которая принимает различные тела и умы, верно? Которая бросает старые тела и ум и принимает новые тела и ум. Так что есть некий Гешела, независимо от тела и ума Гешела. Существует третья часть Гешела, которая супер внутренний Гешела, и затем внутренний Гешела принимает тела и умы и продолжает двигаться таким же образом. Вот в чем суть второго аргумента. Мы дойдем до этого. Фактически это целая глава. Не обманывай. Все хорошо. Начинаем. Это, собственно, вся глава. Хороший вопрос. Хорошо, начинаем. Следующий стих. Эта часть состоит из двух стихов. Вот первый стих. Потом оппонент стал настойчивым. Нет, это Гешела. Это Гешела переходит из жизни в жизнь. Он сбрасывает тела и умы, и он принимает новые тела и умы. Это какой-то парень в старших классах со своими подружками. Или какая-то девушка в старших классах со своими парнями. Он бросает одно тело и ум, а затем принимает другое, затем снова принимает другое. Но он продолжает быть в школе, верно? И так этот оппонент говорит, нет, это Гешела, который движется от жизни к жизни. Тогда давайте проверим взаимосвязь Гешела с его телом и умом. Давайте проверим Гешела. Он ли это, кто продолжает движение и освобождается от этих тела и ума и обретает новые тела и ум? Тогда каковы отношения между Гешела и его телом и умом? Потому что есть некоторые взаимосвязи, которые он не может иметь с телом и умом, и при этом менять тела и умы. Если Гешела — это тело и ум, то он не может оставить тело и ум и перейти в следующее рождение, потому что его уже не будет. Если он — это его тело и ум, и он отдает тело и ум, чтобы принять следующее тело и ум, то Гешела не может быть телом и умом. Он должен быть каким-то супергероем, который принимает тела и умы, верно? Так что же это за связи? Нагарджуна говорит, хорошо, Гешела продолжается, да? Да. Гешела принимает тела и умы. Верно? Значит, Гешела не может быть его телом и умом, так? Почему? Потому что он бросает их, а затем уходит в другое место. Если бы он был своим телом и умом, и он бросил бы свои тело и ум, то его бы не стало. Понятно? Нет такого Гешела, который принимает тело и ум, потому что он и есть его тело и ум. Нам лучше посмотреть на взаимосвязь между Гешелой и его телом и умом. И тогда он говорит, во всех текстах говорится, что является абсолютной ошибкой в написании. Кстати, я должен это исправить. Тим, если ты можешь представить эту букву Ча, первая колонка, написана Нара, это Чо, правильно? Но если нарисовать Нара только с одним рогом, кстати, Нара означает рога, так во что она превратилась? Ча с маленьким флажком на боку становится Ца. Да, хорошо. Во всех текстах говорится Чол, и все они ошибаются. Это Цел. Итак, это первая проблема. Вы можете потратить 2 дня на поиски чол в словарях,
И не сможете найти. И все гравировки неправильные. Кое-кого это раздражает. Правильно? Если вы... Цел означает так, чак цел. Но что это означает на самом деле? Искать благо из рук ламы. Итак, цел означает пытаться найти, искать. Так что здесь это означает искать. 5 различных способов. Существует 5 различных возможных взаимосвязей между Майклом и его телом и умом. Давайте рассмотрим все 5. Если вы скажете, что это Майкл, кто переходит от рождения к рождению, обретает новые тела и умы, то давайте рассмотрим возможные связи между Майклом и его телом и умом. Здесь Нагарджуна не расскажет вам о всех 5. Он никогда не упоминает об этих 5. Он никогда не говорит вам, какие это 5. И вот Гешела такой поздно вечером. О боже, где эти 5? Что вы делаете, когда вы Гешела и уже поздний вечер? А вам нужно рассказывать утром. Вы идете в Гофер, вы заходите в базу данных. И я зашел в базу данных, и первый ответ, который я получил, был Рендова. Мы называем Джитсун Рендова. Кто такой Джитсун Рендова? Вы знаете? Он мастер Саки, который был учителем Цанкапы. Он один из главных учителей Цанкапы. И они начинали как учитель и ученик. Позже они объединились в команду преподавателей, и они вместе преподавали Винаю и подобные вещи. Да, кстати, Рендава написал необычайно прекрасный комментарий к работе «Письмо другу». Короткий, приятный, точный. Так или иначе, первый, и он также написал комментарий к книге «Мудрость» Нагарджуны, который является кратким и точным, лаконичным и точным. Сначала я отправился туда, и некоторое время работал над ним, а затем перешел к Цанкапе, который написал комментарий к книге «Мудрость» Нагарджуны под названием «Океан». Да, «Океан рассуждений». Вы знаете, это тот корабль, на котором мы находимся. Мы пытаемся пересечь этот океан. И в целом, я получил несколько хороших ответов. И это самое прекрасное в этом тексте. Все пытались объяснить это. И это трудно, это действительно трудно. Так что, возможно, есть сотни комментариев к этому тексту. Чандра Кирти пытался объяснить это, верно? Так что вот так. Вот 5 возможных взаимосвязей между Майклом и телом и умом Майкла. Вот эта 5. И на чем я остановился? О, если быть справедливым к Нагарджуне, он уже дал нам эти 5 в своем тексте, а мы забыли. Он дал это давно. Он говорил об отношениях между чем-то и чем-то. Что это? Между огнем и дровами. И он уже объяснил этот вопрос. Вот где, вот почему он не ленится повторять, когда говорит, что существует 5 возможных отношений. Он уже объяснил этот вопрос между огнем и дровами. Он уже объяснил этот вопрос. Так что он, вероятно, сидит и нетерпеливо отвечает: «Не спрашивай меня, глупец. Вернись к стиху 14 в главе 10. Я пошел и взял его». И я уже обсуждал это там. Так что не говори мне, что я не сказал тебе, что это за 5. Я надеялся, что ты это запомнишь. Итак, вот они. И вы знаете, вы можете быстро просмотреть их и сказать «да, да», а затем просто больше не думать об этом. Но давайте хорошенько подумаем об этом. Давайте начнем с Тима. Является ли Тим его телом и умом? В этом обсуждении. Не забывайте, что обсуждение ведется в контексте того, как Тим переходит от рождения к рождению, в колесе жизни. Так, что это довольно простой вопрос. Тим, тело и ум Тима в данный момент — это все, что есть в Тиме? Нет, потому что если тело умрет, тогда и Тима больше не будет. И некому пойти через сансару, поэтому не может быть так, что Тим равен своему телу и уму. Потому что кто-то должен принять тело и ум, и кто-то должен оставить тело и ум. Давайте перейдем к патче. Номер 2. Патчи.
Пачи полностью отделен от своего тела и ума. Посмотрите, он только что выпал из своего тела и ума. Нет, он должен иметь какую-то связь. Должна быть какая-то связь. Иначе вы были бы Тимом. Иначе Пачи был бы Тимом. Я имею в виду, что он бы просто приклеился к ближайшему телу и уму. Должен быть некто Пачи, кто не отделен от своего тела и ума. Должен быть Пачи, у кого установлена некая связь с его телом и умом. Вы можете сказать, что есть отдельно от его тела и ума Пачи, но каким-то образом он должен быть переплетен со своим телом и умом. Иначе он бы просто переплелся с телом и умом Ребекки. И тогда была бы проблема с расчесыванием волос и всем остальным. И была бы борода, и существуют всевозможные философские проблемы. Итак, Тим не есть его тело и ум. Но Пачи не полностью отделен от своего тела и ума. У него есть некая связь с ними. Третья возможность. Тело и ум Ребекки. Обладает ли каким-то образом Ребеккой? Давайте поменяем это местами таким образом. Мы не говорим о том, имеет ли Ребекка тело и ум. Может ли тело и ум со стороны дотягиваться и удерживать Ребекку каким-то образом? Странная идея. Это третья возможность из 5. Каким-то образом ваше тело и ум привлекли вас. И гравитация ваших тела и ума затянула Ребекку, и Ребекка прилипла к телу и уму Ребекки. Это третья возможность, что довольно глупо, но это не совсем глупо. Четвертая возможность. Пау, ты готова? Пау не зависит от своего тела и ума. Вы можете делать все, что угодно с ее телом и умом, и это не влияет на Пау. Вы можете подхватить вирус, вы можете вакцинироваться, Пау все равно. Пау — это сущность, отличная от тела и ума. Но Пау не полагается на свои тело и ум. Это четвертая возможность. У нас уже 4, верно? 1, 2, 3, 4. Хорошо, Кристина, ты готова? Тело и ум Кристины не зависят от Кристины. Кристина может уйти, а тело и ум Кристины все еще будут сидеть на стуле и печатать. Это пятая возможность. И все 5 возможностей вроде как несостоятельны. Нет, они вроде как невозможны. Это не кажется возможным. О чем вы думали, когда считали, что перемещаетесь по сансаре? Какими, думали вы, были ваши взаимосвязи с вашим телом и умом? Можете ли вы бросить свои тело и ум? И останется ли что-то от вас, что может пойти дальше и принять другое тело и ум? Можете ли вы существовать без тела и ума? Может ли тело и ум существовать без вас? Могут ли они продолжаться без вас? Когда вы думаете о прохождении через колесо жизни, о путешествии в сансаре, вы не особо задумываетесь об этом. Вот что говорит Нагарджуна. Может, у вас есть идеи? Я думаю, что многие из нас чувствуют, по крайней мере, я вырос в христианской культуре, иудео-христианской культуре. Я чувствую, что есть душа Майкла, которая принимает тело и ум и удерживает их некоторое время. А потом они расстаются, и душа продолжает жить, и затем душа должна найти новое тело и ум, или что-то в этом роде. В таком случае можно делать что угодно с телом и умом. Можно злоупотреблять телом и умом, а душа каким-то образом находится за пределами всего этого. Ничего с душой не происходит, что-то в этом роде. Иудео-христианская культура имеет определенное мнение по этому вопросу. И мы имеем его, потому что мы выросли в этой культуре. Но если вы действительно проверите его, является ли оно обоснованным, логично ли оно, полностью ли вы независимы от ваших тела и ума? Существует ли Ребекка, которая полностью, совершенно не подвержена влиянию тела и ума? Хорошо. Если вам интересно, возвращайтесь к 14 стиху 10 главы, где обсуждается, являются ли дрова огнем. Это тот же самый аргумент. И поэтому Нагарджуна не стал беспокоиться. Простите, нет. Мы закончили. Хорошо.
Давайте перейдем к... Мы не сделали «Нье парлен», стих 3. Да, правильно, вы правы, вторая половина. О да, это неприятный стих. Я не знаю, почему я пропустил его. Давайте вернемся, я знаю, о чем вы говорите. This is tricky because Nyerwa Lemba is a very difficult word in Buddhist philosophy. Это сложно, потому что «Ньер парлен па» — это очень трудное слово в буддийской философии. Оно означает «принимать полностью». «Ньер парлен па». Но оно означает «принимать на себя новые тело и ум при перерождении». Итак, даже это слово говорит о чем? Да, кто-то принимает его. Древнее буддийское выражение для перерождения называется охватывание другого. Это называется охватывание другого. Итак, это означает другие тело и ум. Поэтому Нагарджуна использует это для слова перерождения. Он использует это для слова перерождения. Он говорит: так ли это, что перерождение? Что происходит от перерождения к перерождению? Давайте посмотрим на это, тогда мы сможем определить вашу взаимосвязь. Мы можем определить взаимосвязь ваших тела и ума с вами. Давайте посмотрим на то, как вы переходите от перерождения к перерождению. Затем мы сможем решить, какова взаимосвязь между телом и умом Тима и Тимом. Итак, он говорит здесь «ньер пар», «лен не ньер лен пар». Когда вы переходите от одной личности к другой, например, и затем Чони Лама говорит, я не знаю, почему он говорит, если вы переходите от человеческого рождения к Деве, к рождению Девы, к рождению божественным временным страдающим существом, которое как бы предполагает, что мы медитируем, ясно? И потом не существует сипа в корпа. Корпа означает сансара. Сипа здесь означает, и снова нам нужен Чони Лама. Это не означает сипа, что означает сансара, подобно сипе кхорло, бхава-чакра, колесо жизни. Здесь не это имеется в виду. Здесь это означает парси. И поскольку вы, ребята, изучали Абхидарму, вы знаете, что парси, парто-сипа, существо в парто. Да, оно называется парси. Оно называется пар-парень. Пар-парень. Это не тот тип парня из бара. Если вы оставите, как вы скажете? Если вы оставляете тело и ум, и затем принимаете на себя другие тело и ум в следующий момент, тогда нет никакого парто. Вот что он говорит. Нагарджуна говорит, посмотрите, что происходит, когда вы... Как вы переходите от одного рождения к другому рождению? Другой парень говорит, ну, ты просто оставляешь свои тело и ум, потом ты обретаешь новое в следующую миллисекунду. Хорошо, тогда нет никакого парто. Что противоречит буддийскому учению, должно быть парто. Должно быть для большинства видов перерождений. Затем парень говорит, нет. Как вы можете говорить, что есть цикл перерождений, если есть прерывание между перерождением? Как вы можете говорить, что есть постоянное продолжение перерождения, если оно прерывается? Если вы говорите «нет, пардо существует», но тогда нет никакой связи, нет необходимой связи между тем, чтобы оставить эти тело и ум и обрести ваше следующее тело и ум, потому что есть разрыв. И у вас не может быть круга там, где есть разрыв. Тогда не образуется круг. Круги должны быть... Они должны идти так. Если есть пардо, тогда нет корпа. Если вы оставляете тело и ум, и есть разрыв до тех пор, пока вы не обретете ваше новое тело и ум, то у вас не может быть цикла. Это просто куча прерываемых сценок или чего-то еще. Это не цикл.
Это не подходит для обозначения словом «цикл». Циклы должны быть одно и то же, снова и снова. Как, например, проблемы с техническим оборудованием или чем-то наподобие. Знаете, они просто продолжают происходить. Извините, я не говорю, что такое случилось. Я говорю, кстати, очень благодарен за технологии. Боже, благослови технологии. Итак, мы объяснили вторую строфу. Давайте перейдем к следующей. Да, это очень интересный переход. Иногда Нагарджуна просто движется к другой теме, что означает, что он считает дело закрытым. Мы такие... И он такой, двигайтесь вперед, вы поняли это? Вы, ребята, поняли это? Нет того, кто принимает на себя тело и ума, у тела и ума нет того, кто принимает их на себя. Давайте двигаться. Хорошо, и вы такие, о, подождите. Итак, здесь мы переходим к следующему стиху. Он движется к огромной отдельной теме. Давайте прекратим говорить о том, кто принимает на себя тела и умы. Давайте начнем говорить о том, кто достигает нирваны. Кто вырывается из этого цикла? Что происходит тогда? Что происходит, когда вы вырываетесь из цикла? Мы обсудили цикл, и это какая-то бессмыслица. Вы не можете принять на себя тело и ум, и вы не можете не принять на себя тело и ум. Что-то тут подозрительно. Достаточно. Давайте перейдем к тому, а кто же становится просветленным, кто достигает нирваны? Что означает дучи в этой главе? За $100. Фактор. Но что это означает в этой главе? Ставка отменяется. Пунпо. Тело и ум. Слово «факторы» в этой главе означает ваше тело и ум. Это просто означает изменяющуюся вещь, изменяющуюся часть Ребекки. Ребекка как душа является этой неизменяющейся формой яйца из нержавеющей стали. И потом тело и ум Ребекки. И он называет это тем, что изменяется насчет Ребекки. То есть это то, что вы принимаете и оставляете от жизни к жизни. Он говорит, посмотрите, в нирвану уходят тело и ум Ребекки? Какая часть Ребекки уходит в нирвану? Это тело и ум Ребекки? А теперь вот такая неприятная история с Нагарджуной. Он говорит, нет, это не тело и ум Бекки, которые уходят в нирвану. Почему? Потому что это самосуществующее, пожалуйста. Это не ее тело и ум, которые исчезают или вроде того. Почему? Потому что это существует само по себе, это не зависит от чего-то еще. Это не зависит от ментальных семян. Это происходит со своей стороны. Это никогда не исчезает. Это происходит нелогично со своей собственной стороны, это будет оставаться нелогичным со своей собственной стороны. И ничто нелогичное не заставит это исчезнуть. Это нелогичное, металлическая, неизменяемая форма яйца, называемая Ребеккой. Забудьте об этом. И Нагарджуна немного разочаровывает в этом смысле, эта книга немного разочаровывает в этом смысле. Каждый раз, когда он попадает в угол, он говорит, ну, в любом случае, этого не может быть. И вы такие, почему? И он говорит, потому что вы думаете, что это происходит, потому что вы думаете, что муж на кухне происходит со своей собственной стороны. На-на-на-на-на-на-на. И тогда вы такие, о, да ладно. Если муж на кухне расстроен из-за пробок с работы, тогда ваше тело и ум не могут отправиться в нирвану. Это его аргумент. Если ваш муж происходит со своей собственной стороны, тогда ваше тело и ум не могут быть тем, что уходит в нирвану. Почему? Потому что они также существуют со своей собственной стороны и не могут изменяться. Они не могут достичь возвышенного места под названием нирвана, потому что они не могут изменяться, потому что они происходят со своей собственной стороны. Единственный способ изменить что-то во Вселенной — это изменить ваши ментальные семена. Поняли? Хорошо. Тогда этот парень изменяет свою историю. О, это не тело и ум Ребекки, который уходит в нирвану. Это... Какой еще вариант? Это не тело и ум Ребекки. Это Ребекка, которую он называет Кангсак Паруша.
Ой, нет, я заменяю, я меняю. Это не тело Ребекки уходит в нирвану. Это Ребекка. Та же самая проблема, пожалуйста. Ребекка происходит со своей собственной стороны. Она не может изменяться. Она не может уйти в нирвану. Это своего рода использование того, что он пытается доказать в своем аргументе, для доказательства того, что он пытается доказать. Это выглядит немного подозрительно, но если это подозрительно, то это он доказывает свои слова. Все подозрительно. Ладно. Да, и картинка здесь какая-то искусственная. Но она для того, чтобы помочь вам запомнить. Здесь тело и ум Ребекки. Предполагается, что это ум и тело. И который из них попадает в нирвану? Я не знаю. Хорошо. У Чони Ламы есть особенно убедительный, простите, особенно убедительный аргумент здесь. И я бы хотел зачитать его. Иногда это приятно перейти к Чони Ламе и дать ему слово. Мы только что давали говорить Нагарджуне. Если это так, что Кхор Кен, Кен это слово, которое вы добавляете к глаголу, чтобы сделать его делателем, как учитель. Был бы лоб Кен. Кен это ель в русском, учитель. Вы добавляете ель к учить, и получается человек, который учит в тибетском, добавляем кен. Что же такое Кхор Кен? Да, ходящий по кругу, тот, кто вращается в сансаре, хорошо. Чони Лама спрашивает, почему мы говорим об этом? Почему мы так зациклены на этом человеке? Почему мы так зациклены на том, чтобы выяснить, кто именно вращается в сансаре? Потому что если вы можете нгепа, если вы сможете убедиться, что они... Да, если вы можете убедиться, что человек, который вращается в сансаре, не существует со своей собственной стороны, то вы можете прекратить вращение в сансаре. Вы поняли? Это очень красиво. Я повторю это еще раз. Чони Лама говорит, «Эй, хотите угадать, почему мы зациклены на том, кто вращается в сансаре?» И мы такие, «Я не знаю». Он говорит, «Потому что мы хотим понять, что у них нет никакой собственной природы». Но почему? Потому что тогда вам не надо будет вращаться в сансаре. Это прекрасный аргумент. Поняли? Вот почему мы ведем эту долгую дискуссию о том, кто это такие, кто вращается в сансаре. Потому что, исследуя свои отношения с телом и умом, вы вдруг поймете, что вы происходите из себя, из своих семян. И тогда вам не нужно будет вращаться в сансаре. Супер? Хорошо. Это Чони Лама. Отлично, следующий стих. Теперь он хочет поговорить о концепции, и я бы хотел перейти к уроку санскрита, которому посвящен следующий слайд. В основном я делаю это для Кристины, потому что она это ценит. Итак, мы собираемся обсудить. Эта глава называется «Связанность и освобождение». Оковы и свобода. Или что-то в этом роде. И мы говорили о том, кто именно закован в кандалы, кто это в наручниках. А теперь давайте посмотрим на санскритские слова, которые здесь используются, и вы тогда сможете изучить немного санскрита. И когда станете Буддой медицины, вы сможете говорить на санскрите. Итак, вот первое слово — бандха. Оно встречается в йоге, верно? Пау, что такое банда? Да, замок. Мы называем это замок. Да, похоже. Грантхи более неприятное. Грантхи — это типа узла в каналах. А бандха — это что-то целенаправленное. Где-то здесь, в нижней части. Я не знаю, мне сложно это сделать. Когда вы втягиваете живот, это бандха, замок. Итак, бандха. Техническое написание такое же. В нем нет ничего особенного. Все звуки, как в английском. Бандха. По-тибетски это чинва. Я узнал слово чинва из тибетских газет, в которых постоянно говорилось:
for the Chinese National Army is Народно-освободительной армии. Makmi. Shackled На for тибетском me. языке китайская народная армия называется Okay, so Qing means shackle. армия, освобождающая от оков. Yeah. Народно-освободительная So армия. ban, the root Итак, is чин ban, означает оковы. and, it Хорошо, means чин ban. ва. Hey, Jigme, did you ever go to the Корень bus бан, station in и он India? означает Everyone's связывать. on strike, and they're all saying, Джигме, "Ban karo, ban ты karo." когда-нибудь ходила на автобусную станцию в Индии, и все бастуют, и все говорят: Shackle the buses so they can't get anywhere. Okay? мы бастуем. Банда означает блокировать автобусы, чтобы они не могли никуда уехать. Индоевропейский язык — это hand, и это перешло в бандаж, bind и бандл. Легко понять, что бандха означает быть прикованным к сансаре. Хорошо, а что противоположно? Следующий слайд. Мукти или мокша? Ша — это ретрофлекс, верно? Вы должны завернуть язык мокша. И тибетский — это тролва, как дролма, тара. Корень муч или мокш означает освобождение. Я думаю, что это связано с индоевропейским. Есть муч, что означает быть слизистым. Например, слизь происходит из этого корня. И я думаю, что это означает выскользнуть из сансары. Но я не поместил это здесь, потому что это уже слишком много. На вашем? И я думаю, что все они связаны с индоевропейским митере, что означает, и вы найдете его в латыни, послать сообщение, письмо, миссию, отправить кого-то. Это значит освободить кого-то. Поняли? Хорошо, давайте теперь вернемся к стиху, который идет в обратном порядке на слайдах. Не забудьте, что дуча здесь означает тело и ум. Написано немного по-другому. Как вы можете снять оковы с кинджик, с человека, который то появлялся, то исчезал? Яджик, минута за минутой, секунда за секундой. Как можно освободить человека? Как вы можете снять цепи с человека, который либо не изменяющийся, либо меняется в миллисекунду за миллисекундой? Знаете, к тому времени, когда вы кладете свои руки на оковы, он превращается в кого-то другого. Как вы можете? Кто там есть? Какие тело и ум существуют постоянным образом? Так что с них можно снять их оковы. Потому что, если они находятся в постоянном состоянии, это значит, что они не изменяющиеся, что невозможно. Невозможно снять оковы с человека, который постоянен в течение долгого времени, потому что он не может изменяться. И он не может перейти из закованного в оковы в незакованного, потому что он не может измениться. Вы не можете снять оковы с человека, который не может изменяться. Потому что снять оковы — это значит изменить его. Поняли? А если он меняется каждую миллисекунду, то к моменту, когда вы возьметесь за оковы, это будут уже чьи-то другие оковы. Поняли? Намашин означает: смотрите, давайте следовать той же схеме, что и раньше. И так мы установили, что невозможно снять цепи с тела Умапачи. Почему? Потому что если он будет оставаться таким сколько угодно долго, он не сможет измениться. А если он не будет оставаться таким сколько угодно долго, то к тому времени, когда вы доберетесь до оков, он станет кем-то другим. И если относится к сейджи, простите, к телу и уму Пачи, то это также относится и к Пачи. Это вторая половина стиха. Он делает то же самое, римпа, правильно? Что это значит? Шаги. То же самое, это параллельные аргументы. Давайте рассмотрим тело и ум Пачи, а затем рассмотрим Пачи. Вы не можете снять цепи с тела и ума Пачи, потому что он должен быть либо изменяющимся, либо не изменяющимся, и вы не можете снять цепи ни с того, ни с другого, и вы не можете снять цепи с Пачи. Что это за алюминиевая Ребекка, которая переходит из жизни в жизнь, отбрасывая тело и умы и принимая новые? Потому что та же проблема. Если он изменяющийся, у вас нет времени снять с него оковы.
А если он не изменяющийся, он не может освободиться от оков, если раньше был в них. Потому что тогда он изменится. Поняли? Бессмысленно говорить, что вы можете освободить человека. Это бессмысленно. Что-то не так. Это Нагарджуна. Вся глава о том, что это какая-то бессмысленница, что Пачи попал в сансару. И бессмыслица, что вы можете вытащить Пачи из сансары. Что-то происходит. Здесь есть большая проблема. Почему он идет к освобождению и оковам? Я полагаю, потому что мы так сильно жились с этим. Мы читаем его книгу, потому что хотим изменить свою жизнь. Именно поэтому мы вообще-то и читаем эту книгу. Хорошо, поехали. Упс, мы закончили главу, ура! Хорошо, давайте заканчивать. Если Пачи — это тот, кто движется из жизни в жизнь, тогда я не знаю. Он не изменяющийся. Потому что он не изменяющийся Пачи, который обретает новые тела и умы, бросает их, идет и обретает новые тела и умы. Это означало бы, что Пачи существует без своего тела и ума, что является безумием. Но если нет Пачи, который держит свои тело и ум, и если Пачи — это только его тело и ум, то кто же отправится в следующую жизнь? Если эти тело и ум умерли, то Пачи больше нет, потому что он только его тело и ум. Нет, Пачи — это душа, которая держится за свои тело и ум. Тогда он не изменяется. Тогда он навсегда останется в сансаре, не может быть освобожден. Какая-то проблема с Пачи. Хорошо, пойдем к следующей главе. Ура!